Здравствуйте, вы на канале Carnegie Политика. Меня зовут Владислав Горин. Может быть, вы слышали подкаст «Что случилось?», который я веду на «Медузе». Мы здесь, чтобы последний раз в году поговорить об экономике России, подвести итоги года, устроить аналитический огонек. Конференц меня на сцене под софитами. В центре внимания Александра Прокопенко, исследовательница, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Привет! Привет. Всем, кто это видит, напоминаю, подпишитесь на канал, поставьте лайк, а когда в кадр войдет кот, обычно он это делает, зрителям он известен как эксперт Лучик, напишите комментарий о том, какой Лучик важный специалист. Раз у нас предновогодний выпуск, я, дорогая Саша, предлагаю спросить об ожиданиях зрителей в 2025 году, как изменится ваше благосостояние в будущем году по вашим ощущениям. И коротко о себе можете написать. Например, я журналист, изгнан из России в 2025 году, я рассчитываю, что хотя бы часть года удастся провести не под мостом. Вот примерно в таком духе. Как тебе такой вопрос, Саш? Мне кажется, отлично. Я сразу обозначу свои ожидания. Я эксперт, изгнанный из России. В большую часть 2025 года я надеюсь провести в наблюдениях за российской экономикой. Но это не про благосостояние. Ну хорошо, это деньги-то будет тебе приносить? Это, конечно, будет приносить мне деньги. Я надеюсь, что в 2025 году не произойдет обвала благосостояния тех, за кем я наблюдаю, то есть российских людей и российского бизнеса, но похудеть придется. Хорошо, мы переходим к содержательной части. Как бы ты описала то, что произошло с российской экономикой в 2024 году? Главный процесс. Мне очень нравится беговая метафора здесь, что российская экономика бежала, действовала и работала как марафонец на стероидах. Бизнес-цикл — это забег на длинную дистанцию. И во многом мы, когда реагируем на какие-то на какие-то резкие короткие всполохи, курсы, инфляции и так далее, мы оверреагируем, потому что это разовые факторы, а не что-то постоянное, систематическое, что-то судьбоносное, что изменит курс. Ну, в общем, трасса как проходила, так и проходила, марафонец как бежал, так и бежит. Вот, просто иногда мимо него пролетают разные вспышки. В случае с российской экономикой у нее был довольно серьезный стероид, и это были бюджетные расходы, которые провоцировали кредитный импульс. Я напомню, что размер бюджетного импульса в 2022-2024 годах превысил 10% ВВП. И помимо прямых бюджетных вливаний в экономику поступали деньги из банков, поскольку и население, и бизнес получили лучший доступ к кредитованию, и до вот последних, наверное, до ноября 2024 года активно брали кредиты разные, потребительские, корпоративные, на развитие, на оборотный капитал и так далее. Все это приводило к тому, что экономика как бы бежала быстрее, росла быстрее потенциала, и это мы видим в темпах роста ВВП, которым так любит гордиться Путин. Вот в 2024 году будет 4%, но в 2025 году уже 1,5%, даже по официальным прогнозам. И это говорит о том, что, в общем, действие вот этих вот стероидов, бюджетных, кредитных, вот это вот импульса, оно ослабляется. И, возможно, оно уже сходит на нет. Еще пока прошло слишком мало времени, у нас мало данных, чтобы а, сказать это со стопроцентной уверенностью, но похоже, что весь пар уходит в свисток, и бюджетное стимулирование экономики уходит в цены. Инфляция разгоняется и не будет останавливаться, по крайней мере, в ближайшие пару месяцев точно. Для этого нет никаких оснований. А, Собственно говоря, замедление роста при высокой инфляции — это довольно опасная ситуация, которая называется термином стагфляция. Вот туда мы еще пока не в ней, но вот туда российская экономика достаточно уверенно идет. В 2025 году, забегая вперед, деньги все равно бюджету надо будет тратить, но такого эффекта уже не будет при, повторюсь, схожих затратах. Примерно да. То есть все так. Более того, уровень благосостояния будет снижаться за счет инфляции, за счет у людей, за счет инфляции прежде всего, потому что главные, собственно, лузеры 2024 года, главные проигравшие во всем этом, я бы, наверное, сказала, что это бюджетники всех мастей, это врачи, это учителя, в общем-то, даже силовики, которые остаются недофинансированными.
зарплаты которых в лучшем случае в следующем году вырастут на 9%. Я думаю, что я думаю, что проиндексируют полностью, хотя я помню, вот у нас были эпизоды высокой инфляции в десятые годы, и когда индексации, например, проводили не целиком на инфляцию, а на какую-то ее часть, потому что так бюджету было выгоднее. Это я к чему вспоминаю, что, в принципе, в России такая система управления, что даже если вам гарантировано что-то проиндексировать на инфляцию, не факт, что это не факт, что так и произойдет. Будем надеяться, что, скорее всего, власти выполнят свои обязательства, но все может пойти как-то иначе. Вот. Соответственно, зарплаты бюджетников вырастут в лучшем случае на 9%, персональная инфляция у людей давно превысила 20%, потребительские кредитования, как мы видим из статистики Банка России, оно замедляется достаточно уверенно, оно так и должно замедляться из-за двузначной ставки. Вот, то есть, значит, что люди берут кредиты меньше, потому что зачем брать кредит по 25, 28, 30%? Это же чудовищная сумма. Вот, так как цены не будут, так как рост цен будет замедляться крайне медленно, если вообще не будет, потому что вот ждали, что цены замедлятся в 2024 году, они только разгонялись, то я думаю, что в 2025 году вот это вот благосостояние, вот это вот ощущение бонанзы, которое было у некоторых категорий населения, очень важно подчеркнуть, у некоторых. Рост зарплат и вот собственно, ощущение, что благосостояние выросло, оно касалось не в целом всех граждан Российской Федерации, а только очень определенные социальные страты. И, в общем, если в 2023 и, наверное, в начале 2024 мы могли говорить о том, что часть людей достаточно серьезно поправили свое материальное положение, то сейчас мы уже видим тенденцию, в общем, что ситуация выравнивается за счет инфляции, съедающей доходы, за счет отсутствия доступа потребителей к доступному кредиту. Об этом очень много говорилось на прямой линии с президентом, где Путин обнаруживал в себе вкус к почти ручному регулированию процессов выдачи кредитов банками. Тут у нас другой эксперт. Давай, заходи. Иди сюда. Вуаля. Друзья, с нами директор дома Норман, халва души моей. У меня не только эксперт Лучик, но и директор дома Норман. Так вот, мы видим, что в 2025 году, скорее всего, тенденция будет следующая, то есть богатые станут еще богаче, а бедные еще беднее, то есть ситуация вернется к вот этому вот привычному равновесию. Если вы смотрите нас из России, несмотря на замедление YouTube, все-таки подпишитесь, если еще не подписан на этот канал. Если вы бюджетник, очень интересно про ваши ожидания тоже, потому что, понятно, некоторая потеря контроля, что ли, да, если вы работаете на государство, присутствует, но все равно вы же как-то свою жизнь планируете, чего-то ждете. Напишите про свои материальные ожидания в 2025 году. Дорогая Саша, хочется вспомнить твой текст 2023 года под названием «Трилемма Путина», где ты объясняла, что можно представлять себе ситуацию в России в виде такой трехмерной модели с тремя осями. Стабильность макроэкономическая, продолжение войны и ее финансирование, и у тебя это было сформулировано как-то вроде продолжать поддерживать граждан Российской Федерации в успокоенном, усыпленном состоянии, но, наверное, делиться ресурсами с ними, да. Финансировать все остальные расходы в режиме business as usual. Вот если этот трехмерный график представлять, то к какой оси ситуация в 2024 году льнет? И она же переменилась, да, сместился вот этот момент, эта точка, которую мы себе представляем по сравнению с 2023. Мы видим, что экономика, если мы представим вот эту экономику, застрявшую между этими тремя точками, что баланс довольно сильно смещается в сторону продолжения финансирования войны. И в 2025 году российские власти продолжают приоритизировать войну. Военные расходы превысят 7% ВВП в сочетании с расходами на национальную безопасность, которые, кстати, если их рассматривать отдельно, то они не растут и даже сокращаются в реальном выражении. Это будет
Но в сочетании с военными расходы национальной безопасности это все силовики, кроме военных. Это МВД, ФСИН, ФСБ, Росгвардия и так далее. И есть как бы отдельные расходы, которые на национальную оборону, то, чем распоряжается Министерство обороны. Они превышают 8% ВВП, и это рекорд со времен распада Советского Союза. То есть в этом смысле как бы приоритеты Кремля остаются неизменными. Важная особенность бюджета 2025 года – это то, что расходы на войну, по сути, обеспечиваются повышением налогов, которое произошло, которое как бы в 2024 году анонсировали, приняли, оно вот случилось. Это повышение подоходного налога на домохозяйство, на людей, то есть, и на бизнес. Вот фактически весь этот прирост, судя по бюджетной картине, он перераспределяется в пользу обороны, а другие расходы, в том числе социальные, сокращаются или в номинальном выражении они остаются на прежнем уровне, но значит, что они сокращаются в реальном. То есть в этом смысле у нас финансирование войны победило все остальное, и мы видим как раз вот вторая ось, вторая точка финансирования расходов в режиме business as usual не происходит. То есть мы видим сокращение, и сокращение в том числе по таким важным направлениям, как жилищно-коммунальная инфраструктура, хроническая недофинансированность, которая приводит, ну, с моей точки зрения, к какой-то коммунальной катастрофе. Потому что кратно выросли сообщения о том, что зима, целые районы, где-то поселки сидят либо без отопления, либо без горячей воды, либо без света и так далее, потому что где-то произошла авария, где-то что-то не доделали. И, в общем, это такие рукотворные кризисы, которые власть сама себе создает, потому что система ЖКХ финансируется по остаточному принципу. А о чем это говорит? Что все, что недофинансировано сегодня, будет недофинансировано никогда. То есть нельзя такого, даже если вдруг приоритеты поменяются, и, например, в 2026 году Владимир Путин прозреет и скажет: о, черт, надо заменить все трубы, коллекторы и так далее, эффект это... И все ресурсы перенаправятся на коммунальную инфраструктуру, эффект это в лучшем случае даст году, наверное, к 28-му, но такого не случится, потому что приоритет армия. И здесь тоже очень важный момент. По моим ощущениям, военные расходы будут оставаться повышенными вне зависимости от исхода конфликта в Украине. И вот сейчас много говорится после выборов в Соединенных Штатах. Кстати, очень интересно, я смотрела социологию, россияне очень внимательно следили за выборами в США, и новости из Соединенных Штатов с первых мест сместили новости о войне с Украиной, которая как бы лидирует во всех чартах. Но и много сейчас говорят о возможной сделке между Трампом и Путиным и о какой-то остановке огня или о каких-то мирных переговорах. В общем, даже если это произойдет в 2025 году, военные расходы в России останутся повышенными. У этого есть ряд причин. Прежде всего, военным необходимо обновить арсеналы расстрелянные. И, насколько я понимаю, некоторые советские арсеналы, которые вот расстреливали в течение последних 3 лет, наконец-то закончились совсем все до дна. Во-вторых, инфляция ведет к удорожанию стоимости производства военной продукции. В-третьих, и это довольно важно, увеличились сильно процентные платежи военно-промышленного комплекса в связи с ростом ключевой ставки. Если мы посмотрим, то самыми закредитованными окажутся компании, которые как раз за последние 2 года сильно поднялись на росте государственного оборонного заказа. Вот. Но это значит, высокая ключевая ставка, несмотря на то, что эти компании, в общем, частично берут льготные кредиты, и поэтому, в том числе из-за их роста, из-за того, что их бизнес-модель не очень чувствительна к повышению ключевой ставки, мы находимся там, где мы находимся, и ставка двузначная, и будет двузначная еще достаточно долго. Но у этих компаний тоже растут процентные платежи. Так как они фактически на 100% финансируются из бюджета, это значит, что бюджет будет перечислять им больше и больше денег. И понятно, что Путин вряд ли будет сокращать военные расходы в условиях, когда его геополитические соперники, страны блока НАТО, эти расходы наращивают.
Поэтому вне зависимости от того, то есть если есть какие-то ожидания, что война закончится и экономика там снова вернется на какие-то свои гражданские рельсы, нет, такого не будет. Более того, первые кандидаты на сокращение среди вот этого гигантского военного бюджета, это вот как раз вот эта вот великая армия контрактников, которой при остановке сокращения СВО нет смысла платить такие деньги, а нигде в экономике столько заработать нельзя. Опять же, людям с такими специфическими навыками. И в этом смысле, как бы, ну вот, они первые кандидаты на сокращение, это первая финансовая статья, которая будет порезана. Вот. Соответственно, благосостояние, ну, довольно многочисленной группы людей. И здесь, я думаю, уместно и правильно считать не только тех, кто находится на войне, но и их семьи, которые получают деньги, жены, которые тратят эти деньги и записывают потрясающие ролики в Инстаграм. Я очень рекомендую ознакомиться. Люди живут свою лучшую жизнь. Вот. И вся эта лучшая жизнь закончится с окончанием войны в Украине, потому что им никто не будет платить такие деньги. Это очень интересный социальный вызов, с которым российскому руководству еще придется столкнуться. Соответственно, вот у нас есть явный перекос в пользу военных расходов, у нас есть явная недофинансированность всех остальных расходов, не силовых так называемых, и макростабильность, ну нет уже никакой макростабильности, потому что макроэкономическая стабильность – это низкая предсказуемая инфляция и, соответственно, там, доступный кредит, который обеспечивает то, что называется устойчивый и сбалансированный рост. Ключевая ставка двузначная, ключевая ставка останется двузначной в 2025 году, это совершенно точно. Центральный банк отодвигает свои планы о том, что инфляция вернется к таргету вблизи 4% на 2026 год. Хотя еще в начале осени говорилось о том, что, наверное, в 2025-м все-таки, если все получится, то, наверное, в 2025-м как бы вот мы вернемся. Нет, теперь не вернемся, и это официально. И, в общем-то, ну, ни о какой макроэкономической стабильности говорить в таких условиях не приходится. То есть уже жертвуется, в общем, поскольку инфляция влияет на благосостояние экономики в целом, высокая инфляция, то мы можем говорить, что в жертву принесено уже благосостояние всех, благосостояние в будущем. Вот, потому что нужно здесь и сейчас финансировать войну. Поэтому вот если мы говорим, если возвращаемся к трилемме, во-первых, она оказалась действительно невозможной. То есть как-то удержать все три параметра Кремлю не удалось, и предсказуемо центр тяжести ушел к военным приоритетам, и, соответственно, все остальное пострадало. И с моей точки зрения тренд уже не очень хорошо разворачиваемый. То есть экономика, конечно, вернется рано или поздно когда-нибудь на гражданские рельсы, но это будет происходить достаточно болезненно. То есть это еще один структурный шок, еще один рукотворный кризис. И, ну, это займет какое-то время. А это еще трилемма или уже дилемма? Война и все остальное? Нет, пока еще это все-таки трилемма. Пока еще это все-таки трилемма. Я думаю, что здесь очень важно, здесь очень важно понимать, что вот сейчас мы говорим о текущем равновесии, что что санкции останутся примерно плюс-минус такими же, или их ужесточение не приведет к значимому ухудшению условий торговли внешней, к значимому ухудшению вопросов, связанных с трансграничной торговлей и, соответственно, повышению издержек в целом по экономике. Мы говорим о том, что не произойдет каких-то катастроф техногенного характера, которые потребуют существенного отвлечения ресурсов, о том, что не будет пандемии. Ну, то есть мы говорим о том, что внешние условия останутся в 2025 году примерно плюс-минус такими же, какие они сейчас. Вот исходя из этой предпосылки, то, конечно, в трилемма превратится, наверное, году в 26-м. Не кризис, но новое равновесие, хотя и такое шаткое, да, новый баланс. Я понимаю, что Это плохой баланс. Это очень плохой баланс. То есть
шансов у этого равновесия как-то качнуться в сторону как раз хорошего баланса, и мне кажется, очень мало, едва ли они вообще есть. Я понимаю, что не в конце 2024, почти 2025 году можно такое спрашивать, скорее вопросы из 2022, но не могла бы ты использовать свою квалификацию не только экономическую, но и как социолога власти и оценить? Ну вот был бы я многолетний российский диктатор, чуткий бюрократ, это важно, человек, который недавно видел падение своего союзника, режим которого обвалился, в том числе потому, что он, ну, если говорить в экономических терминах, в условиях гражданской войны и всего прочего, мало делился, и в том числе с силовиками, который всем страшно надоел. А, Был бы я таким бюрократом-диктатором, который очень долго находится у власти и начал ошибочно слишком затратную войну для своей системы, я бы думал все-таки так, размышляя об этой трилемме, еще трилемме. Да бог с ней с войной. Если я хочу дальше править, хочу сам назначить себе преемника-наследника, когда мне будет уже не по силам выдерживать многочасовую прямую линию. А это, не будем тоже никаких иллюзий питать, скоро случится, возраст. Я бы жертвовал именно войной. Крым, Донбасс, Величие, шахматная доска, ВПК, ветераны СВО, да наплевать. Пропади оно все пропадом, если я думаю о выживании системы, а мне, видимо, об этом надо думать, потому что, возможно, я уйду на пенсию, возможно, мои дети, мои родственники, какие-то неявленные семьи, они останутся на этом свете. Для обеспечения базовой безопасности, собственно, и своего окружения, нужно делиться с элитами, делиться с народом. Макроэкономическая стабильность, инфляция как налог на самых бедных – это важная штука. Тающие ресурсы – это важно. Из Дамаска через Латакию лететь в Москву с тоннами долларов – это одно. Лететь из Москвы в Пекин далеко. Мало ли кто какие решения за это время может принять. Над Россией лететь я бы не стал в такой ситуации. На Центральной Азии тоже. Понимаешь ли ты вот эту логику? Я думаю, что Путин не только тактик, он и стратег тоже. Почему он не думает, что стоит уже начинать разворачиваться? Я не думаю, что Путин хороший стратег, но я уверена в том, что он хороший тактик. И мне кажется, что вопрос транзита, потому что, ну, по большому счету, мы говорим о неком транзите, Путин знает про этот вопрос, он не хочет его решать, он великий прокрастинатор в этом смысле. И война позволила ему, сначала ковид, потом война, в общем, дали ему 4 года для того, чтобы отодвинуть решение этого вопроса на даже не послезавтра, а на какой-то длинный горизонт. И действительно, с моей точки зрения, действия Путина будут сосредоточены вокруг сохранения собственной власти, потому что иначе ему нужно делать то, что ему делать совершенно не хочется. То есть нужно выбирать преемника, а это то, о чем он все время говорит, что тогда его власть ослабнет, а тогда нужно усилять какого-то преемника. Во-вторых, совершенно не факт, что с его выбором, например, согласится его окружение. Совершенно не факт, что, например, если Путин скажет: "Окей, пусть это будет там двумвират Дюмина с Орешкиным, сила, моего охранника и, хорошо подвешенный язык человека, который может объяснить, что, черное — это на самом деле белое". Ему могут сказать нет, с ним могут не согласиться. И, конечно, да, большой вопрос, что делать с многочисленной семьей Владимира Путина, с его дочерьми, с его внуками, с его предполагаемыми детьми от предполагаемой Алины Кабаевой. Вот как сохранить жизнь прежде всего, не то что благосостояние, а как сохранить жизнь вот этому большому клану. А, это очень большие вопросы, которые, очевидно, Путин решать не очень хочет. И не то чтобы мир знает, ну, мировая история знает много хороших, успешных примеров того, как, ну, в общем-то, не то чтобы мировая история знает много хороших примеров, как этот вопрос решается. Проблема стареющего автократа — это проблема передачи власти. И если ты не монархия, то начинаются вопросики. И здесь я думаю, что Путин останется верен себе и как главный прокрастинатор продолжит оттягивать решение этого вопроса до максимально возможного. И как это можно сделать? Например,
Меня очень беспокоит нынешний диалог вокруг возможного перемирия и остановки огня в Украине. И связан он с тем, что, ну, по крайней мере, если верить тому, что говорит Путин, он, конечно, произносит ритуальные фразы про то, что мы всегда готовы договариваться, но там на основе Стамбул плюс и учитывая реалии на земле. Но дальше он говорит о том, что в Украине он считает, что ему разговаривать не с кем, и, по сути, намекая, что нужно, чтобы американские партнеры сели с ним, с Путиным, за один стол, все порешали, и потом привели европейцев и украинцев, как провинившихся школьников, подписать все необходимые документы. Но это не отвечает совершенно максималистской задаче Путина в Украине. Очевидно совершенно, что никаких наших людей, которые ждут, когда же Путин освободит Киев и так далее, в Украине нет. Или если они есть, то это совсем уже маргинализованные, немногочисленные группы людей. Сложно сохранять симпатию к стране, которая поливает себя бомбами почти 3 года. И в этом смысле я думаю, что для Путина выходом будет новая война. Как бы все хорошо, кругом профит. Во-первых, общество, занятое новой войной, и общество элиты отвлекаются от вопросов транзита. Во-вторых, у Путина есть большая группа людей, которая сейчас ассоциирует войну с ростом благосостояния, со своей лучшей жизнью. И одним из способов сохранить власть и законсервировать ее, и не решать вопрос транзита еще некоторое время, для Путина будет новая война. То есть прийти и доделать то, что он не доделал в Украине. И в этом смысле, с одной стороны, он решает вопрос обеспечения заказами военно-промышленного комплекса, который вряд ли будет сокращаться после вот этой бонанзы, с которой он столкнулся в период 22-24 годов. Во-вторых, есть группа людей, бывших контрактников, прошедших войну, и их семей, которые ассоциируют период войны с периодом собственного процветания, а значит, можно опять будет поправить в их... Ну, не факт, что так получится, скорее всего, не получится, но ощущение у человека будет, что можно же опять поправить благосостояние и еще заработать денег, потому что война ассоциируется с заработком, не с какой-то героической риторикой, не с освободительной, не освобождение территории, ничего. Это просто заработок, способ заработать, и мы видим, что люди идут туда за деньгами. И что даже текущие выплаты, крайне многочисленные, крайне высокие, уже не способны заманить людей на фронт, потому что все, кто хотели, они, в общем, уже там. Ну и в-третьих, соответственно, элиты будут заняты тоже новым... элиты будут заняты тем, что будут пытаться справиться с очередным конфликтом, очередным изменением среды, и не будут рыскать глазами в поисках преемников и так далее. Я думаю, что это будет, ну, я считаю, что вероятность такого сценария не нулевая. А 2024 год не показал, что как раз ам, люди, которым раньше хватало и ресурса, и над которыми Путин парил и распределял, да, эти ресурсы, во-первых, а во-вторых, был высшим арбитром в конфликте, они как-то по-другому заговорили. Чемизов с Набиуллиной, ну хорошо, даже не шибко связанные с властью, история вокруг Баклячуков и Вайлдберрис. Какие-то невиданные вещи с точки зрения спора хозяйствующих субъектов и государственных деятелей, которые этим заняты. Ну, то есть, во-первых, не очень хватает ресурса, во-вторых, не хватает ресурса на более широкий круг людей. Ты сама сказала, что силовики в числе бюджетников, которые страдают от того, что происходит в экономике. Ну, не знаю, как-то это не выглядит очень устойчивой моделью, и в 2024 году, кажется, Владимир Путин собрал все политические профиты, которые можно было собрать, и я бы на его месте остужал все это. Но, опять же, я не на его Но месте. ты не на его месте. Ты не на его месте. Мне кажется, Путин считает, что у него есть еще запас прочности. Он считает не безосновательно, потому что как бы система к дисфункциональному состоянию будет приходить не одномоментно. То есть это все постепенный процесс, и где-то можно успевать прибежать, поставить заплатку, где-то можно, где-то еще остались резервы, чтобы что-то позаливать деньгами,
Ну и не нужно недооценивать как бы возможности пропаганды. Еще какое-то время можно кормить население сказками про то, что это не мы, это все злобный Запад, а если бы не он, то все бы было хорошо. Но на самом деле, посмотрите, все хорошо. Ведь это же очень интересный феномен, когда российские элиты, ну и российские люди, соответственно, существуют в двух реальностях. Реальность, данная им в опыте, то есть санкции, снижение уровня жизни, объективные сложности, связанные с путешествиями, с получением виз, с вылетами из России, существенные риски происшествий на авиатранспорте, существенные риски происшествий на железнодорожном транспорте. Ну, в общем, как бы повышение некоторого вот отсутствия безопасности. Это вот то, что дано им в опыте. И то, что дано им Путиным, что санкции не работают, Россия процветает, в экономике все хорошо. И в итоге в какой-то, ну, а, информация о том, о реальном положении вещей вымывается из информационной картины, закрывается статистика, закрываются даже из справок, которые приносят там, подчиненные пишут министрам, и которые приносят потом на столы высокопоставленных чиновников, тоже исчезает все плохое, потому что, ну, во-первых, нет доступа ко всей информации, во-вторых, поскольку как бы Путин хочет слышать только хорошее, в какой-то момент вот это вот ощущение, что новости не должны огорчать, оно и распространяется вниз по системе. И вот есть две реальности, из которых вот эта вот синтетическая реальность, где санкции не работают и все на самом деле хорошо, становится объектом управления. Так мы получаем бюджет, переполненный хотелками различного рода лоббистов. Так мы получаем ВСМ Москва-Санкт-Петербург, который объективно, скорее всего, не будет построен. Так мы получаем какие-то планы по строительству дорожного кольца вокруг Азовского моря, которое стало российским озером и прочее. Вот нереализованные планы, которые никогда не будут реализованы, вместе с многострадальным мостом через Лену, которого, кажется, никогда не дождутся. И это особенно печально. То есть вот проблема в том, что на 25-й год ресурсы есть. В текущем равновесии, опять же. В 26-м году поговорим в конце 25-го года про 26-й год. Но из сегодня видится, что 26-й год будет еще значительно тяжелее, потому что, собственно, марафонец на стероидах бежал на пределе. Он, в принципе, должен был упасть еще в прошлом сезоне, но вот стероиды продлили ему возможность добежать от 30-го километра до 42-го, и казалось, что будет финишная арка, но вдруг он увидел, что это не марафон, а ультра, что бежать ему еще сколько-то, а стероидов больше нет. Поэтому он какое-то время еще подвигается, потому что организм работает, а дальше посмотрим. Ты бегаешь, я не бегаю, но я слышал, что натирает футболка на длинных дистанциях. Вот в 2024-м кое-чего натерла. Министр обороны натер и поставили более рационально тратящего менеджера Белоусова вместо Шойгу. Что еще было? Ключевая ставка, да, является такой попыткой, не меняя базовых приоритетов войны, что-то поправить, что-то как-то стабилизировать. Я уже вижу проблемы, насколько, на твой взгляд, они серьезные, и вот эти не паллиативные, но в рамках заданных условий меры, насколько они продлевают дальше существование вот этой системы с такой политикой. Ну, насколько-то продлевают. То есть 25-й год Путин пройдет. Если цена на нефть не уйдет там, сильно ниже $40 за баррель на длительный период времени, то он пройдет. Но мы уже видим, что есть три важных структурных ограничения, которые вот этим вот пэтчворком, то есть вот этими вот антикризисными мерами здесь подлатать, там потушить, уже довольно сложно как бы закрыть. Первое, это касается производственных мощностей. И, в общем, Путин признает, что предложение не поспевает за спросом. И при этом он, конечно, предлагает, со слов заместителя своей администрации Максима Орешкина, развивать экономику предложения. Нет, это все правильно. Все правильно, что если у вас высокий спрос, производите больше, и тогда, значит, они встретятся, сбалансируются, и цены не будут расти. Проблема в том, что производить больше российская экономика не может. Даже если вдруг внезапно завтра проснутся директора заводов и обнаружат, что у них есть еще новый цех по производству чего-нибудь, нанять людей, чтобы
они работали в этом цеху, оказывается фактически невозможно, потому что второе главное структурное ограничение российской экономики – это отсутствие рабочих рук. Потребность в работниках оценивается там очень интересный разброс цифр, мне кажется, в зависимости от экспертного института, как считают, от 1,5 миллиона, от 1,5 до 3 миллионов работников. То есть это не просто какие-то абстрактные люди, а это люди, обладающие специфическим набором навыков. Таких людей нету. И более того, мы видим, как из-за высокой ключевой ставки, например, происходит сокращение в бизнесе. Недавно прочитала про то, что довольно сильно и массово на рынке сокращаются айтишники, что увольняют целыми командами. Понятно, что они найдут себе работу, там пристроятся. Это точно не те люди, которые там отправятся на фронт зарабатывать. Но тем не менее, то есть это говорит о дисбалансе, учитывая, что айтишник – одна из самых дефицитных профессий в мире. Хорошие айтишники нужны всюду. В России самая дефицитная профессия, я люблю об этом рассказывать, это водитель. Если мы посмотрим, водители нужны всюду, водители нужны в армии, водители нужны в гражданском секторе, водители нужны в оборонных заводах. Такого количества водителей нет. Казалось бы, что можно каким-то образом, можно было бы привлечь мигрантов, но мы видим, что сейчас российские власти заняли позицию достаточно жесткую, антииммигрантскую. И та риторика, которую российские власти ведут, она говорит о том, что мигранты должны приезжать в очень ограниченные сегменты, работать там, жить в буквальном смысле в гетто и уезжать. То есть никакого интеграции, никакого увеличения, собственно, популяции, не очень люблю это слово, но популяции народа Российской Федерации за счет миграционного притока не будет, потому что они другие. Это вот мы покупаем их труд, хорошо бы покупать его задешево, говорят дорогие россияне. И в этом смысле, с точки зрения мигранта, нет вообще никакого смысла ехать в Россию, если российский рынок труда конкурирует с ближневосточным, южнокорейским и так далее. Собственно, второе структурное ограничение, которое мы видим, это ограничение по труду. Нечего загружать и некем загружать, некому работать. Третья довольно важная история связана как раз с санкциями и с российским экспортом. То есть преимущественно экспорт, по-прежнему, преимущественно российский экспорт – это углеводороды, и возможности для каких-то прорывов технологического экспорта, что вот какую-то технологию или какой-то технологический товар не сырьевой Россия начинает массово экспортировать, и это будет конкурировать в потоке с доходами с поступлениями от экспорта нефти и газа, мне кажется, там шансы практически нулевые. Соответственно, география сырьевого экспорта у нас очень четко определена. Если раньше это был весь мир и, прежде всего, премиальные европейские рынки, то теперь это Китай, Индия, азиатские страны. То есть на рынке фактически сложилась дуопсония. И Китай и Индия могут диктовать России, ну, если не размер цены, то, по крайней мере, скидку. Возможности для транспортировки нефти и нефтепродуктов сокращаются. Ну, они не сокращаются, они не растут за счет того, что санкции все-таки продолжают как-то вот сужать поле деятельности. Стоит только ты успеваешь купить танкер, какое-то время его повозишь, потом на нем возишь нефть, потом его, значит, он попадает в список ОФАКа. Это Министерство финансов США, подразделение, которое занимается санкциями, и все, и он встает, потому что дальше количество тех, кто принимает, количество компаний, которые могут работать с этим танкером, сокращается в разы. И западные страны продолжают пытаться каким-то образом санкции, ну, то есть российскую нефть ограничить. Финансовые санкции тоже работают, и это связано с тем, что нарушились транзакционные цепочки, бизнес вынужден прибегать к помощи посредников, бизнес вынужден изобретать различные схемы, когда если раньше это были отношения между двумя контрагентами через два банка, теперь в схеме может быть от 3 до 5 финансовых организаций, что естественным образом удорожает транзакцию и удлиняет
время поставки валюты, собственно говоря. Поэтому валюта в Россию поступает, экспортные доходы в Россию поступают неравномерно, не всегда предсказуемо. И то, что называется профицит текущего счета, который мы имеем, то есть не всегда, пока экспорт достаточно устойчивый, но он не растет, и есть, а вот импорт как раз расширяется, потому что российской экономике нужно больше товаров. Если экономика не может произвести эти товары внутри, то она их покупает вовне. Это первое. Второе, российская экономика все-таки старается активно импортозамещаться, а чтобы импортозамещать, для успешного импортозамещения парадоксальным образом нужен импорт. Соответственно, вот этот вот баланс между экспортом и импортом, он меняется, и соотношение может меняться в пользу импорта, и тогда подстройка к новому равновесию будет происходить через курс, и мы уже видим, как мы уже видели, как рубль ослаблялся, потом он откатывался обратно, потому что курс в большей степени определяется торговыми потоками. Но тенденция на ослабление, а, соответственно, ослабление рубля– это инфляция. И это третье структурное ограничение, которое преодолеть фактически невозможно тоже. Ну, то есть или должны санкции отмениться, или там их enforcement должен как-то снизиться, то есть западные страны должны закрывать глаза на то, что Россия при помощи теневого флота много и успешно продает нефть, или там клиентов должно прибавиться больше. Но мы пока не видим ничего. Это вот эти вот три ограничения, которые преодолеть сложно. 25-й год достаточно секьюритизирован за счет повышения налогов. Мы уже видим то, что Минфин разворачивает такую ползущую кампанию по росту сборов, и там собирают с людей, повысили штрафы. И четверть этих штрафов, если раньше они уходили все в региональные бюджеты, то теперь четверть штрафов Минфин будет забирать в федеральный бюджет. Повысили пошлины за подачу заявлений в суды, повысили еще кучу разных сборов. То есть в этом смысле это то, что Минфин называет мобилизацией доходов, а на самом деле это просто дополнительные такие неналоговые повышения, неналоговые поборы, повышение эффективности. Компания «Транснефть» должна, по версии Минфина, платить 40%, заплатить в бюджет 40% прибыли, а, между прочим, компания «Транснефть» возглавляет сослуживец Путина Николай Токарев. И указ о том, что «Транснефть» должна заплатить эти деньги, подписал Путин. То есть Путин не стал как-то это выгораживать своего сослуживца, своего товарища, члена его ближнего круга, потому что, собственно, война и превыше всего все, что нужно для фронта, то есть для бюджета, то есть деньги. И в этом плане вот на 25-й год оно как-то, вот оно соберется. Я думаю, что в 25-м году придумают еще кого обложить какими-нибудь сборами. Моя ставка, что это будут производители удобрений, которые пока работают на глобальных рынках, у которых, в общем, есть нормальная экспортная выручка. Но вот в этом смысле еще на какое-то время с напряжением всех сил можно работать, можно делать вид, что ничего не происходит. Но это нельзя делать бесконечно. Что касается элит, что касается вот упомянутого тобой дела Wildberries, и вообще вот этого вот ползущего передела собственности, который как бы не останавливался в 2024 году ни на минуту и только набирает обороты. Дело в том, что санкции тоже в некотором плане оставили российскую элиту в таком институциональном вакууме. Если раньше можно было, например, сказать, что все, я заканчиваю свои дела здесь, я пошел, я на пенсию, я буду там, не знаю, на лодке на Сент-Бартсе или еще чем-то заниматься, то сейчас нет такой возможности, зато есть возможность побиться за активы и стать достаточно большими, чтобы в период транзита, который тоже неизбежен, как бы, ты был достаточно крупный, чтобы тебя не съели сразу, или чтобы ты мог диктовать, или чтобы ты мог диктовать свои условия. Слишком большим, чтобы лопнуть, слишком большим, чтобы упасть. Например, если у тебя много заводов, а на них работает много людей, то всегда можно угрожать забастовками, увольнениями, чем угодно. То есть угрожать социальной напряженностью, чтобы добиться каких-то своих результатов.
Поэтому в этом смысле российская элита перешла к тому, что называется ежедневный каннибализм. Они едят друг друга, насколько у них это получается, потому что деваться им, в общем-то, некуда. Ты когда говорила про структурные ограничения, я не знаю, тянут ли на них еще две вещи, но предложил бы тебе обсудить. Во-первых, недовольство. Мы видели очень робкое, наверное, даже еще нулевое недовольство повышением налогов, но где-то это проявляется, какой-нибудь средний и малый бизнес может что-то сказать по поводу системы «Честный знак», а эта маркировка, по сути, тоже налог, который давно существует, но вот там его расширение или попытки отменить, они противостояние попыткам расширения или попытки вовсе отменить его, они наблюдались не так давно. Считаешь ли ты ограничением потенциальные риски, связанные вот с таким возмущением, что ну сколько можно перекладывать нагрузку на нас, вы там победно шествуете по Украине, вот и шествуйте, пожалуйста, мы и так терпим от инфляции, а вы хотите от нас дополнительных денег. Это первое. А второе, считаешь ли ты ограничением состояния бюрократической системы? Опять же, скорее интуитивно кажется, что в 2022 году властная машина Владимира Путина хорошо сработала. Это видно даже по кадровому вопросу, о котором ты говорила, по вопросу о трудовых ресурсах. Ты, конечно, помнишь, как и высококвалифицированных, и невысококвалифицированных людей, которые были напуганы и войной, и мобилизацией уезжали, возвращали обратно, привлекали айтишникам льготную ипотеку. Бронь почти кому угодно. Приезжайте, не переживайте, все хорошо. 2024 год – нечто обратное. Масса политических заявлений, масса инициатив, которые закрывают возвращение. Те же айтишники, ты сказала про вот эти тихие увольнения на низовом уровне. Самый естественный источник трудовых ресурсов – мигранты из Центральной Азии. Они буквально стали объектом государственной ксенофобии после теракта в Крокус-Сити-Холле. Кроме того, это ресурс для агрессивной пропаганды службы по контракту в зоне СВО, да, как это называется на российском официальном языке. Вот эти ролики пришел некто к мужикам на стройку, они стоят, потупив взор в землю, смотрят, и он им говорит, что не хотите пойти повоевать и получить российский паспорт? Ну, тогда домой. Ну, вообще-то они тут приехали работать и правильно делают, что не соглашаются никуда ехать. Мне кажется, что это демонстрирует некоторую дисфункциональность бюрократической системы. В общем, еще про ограничивающие факторы, про структурные ограничения, состояние бюрократии и потенциальное пробуждение общества, в частности, по вполне нормальному шкурному вопросу, сколько можно с нас драть. Ну, можно вспомнить, помимо системы «Честный знак», она же система маркировка, которую еще раньше называли цифровым налогом Усманова, еще до ковида. Я помню, я писала про это много. И, в общем, сейчас бы я сказала, что, насколько я понимаю, Усманов вышел, теперь это вообще-то цифровой налог Мишустина, который Мишустин не очень хочет признавать. И главным мотором системы маркировки всю дорогу был Михаил Мишустин еще когда он работал в Федеральной налоговой службе. Нужно всегда об этом помнить. Я могу вспомнить систему Платон, которая тоже такой же неналоговый сбор с населения, целевой якобы на улучшение качества региональных дорог. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, как на региональных дорогах в России с качеством, учитывая, что Платон существует уже лет 10, по-моему, и там должны были собрать значительные суммы, и дороги должны были каким-то образом значительно улучшиться. Ну, как бы такая одна из форм, мне кажется, вот эти вот цифровые откупа – это одна из форм, которыми Владимир Путин поощрял, и я думаю, что продолжит поощрять каких-то близких к нему людей. Платон, я напомню, это Ротенберги, клан Ротенбергов, которые входят в ближний круг Путина. Маркировка – это Чемезов и Мишустин. Я напомню, что еще в ковид и даже до ковида, когда обсуждали интернет вещей, необходимые девайсы, необходимые протоколы для интернета вещей, все это должно было разрабатываться тоже Ротенбергами. И, соответственно, вся остальная экономика должна была бы скинуться и платить тем самым Ротенбергам, Игорю Ротенбергу за то, как он всех облагодетельствовал. И в этом смысле я не думаю, что вот это вот удобное регулирование, то есть создание искусственных монополий, оно куда-то подевается.
Тем более, что как раз вот этот вот экономика потребления открывает, по сути, довольно большие возможности. Собственно говоря, одна из противоречий между Сбером и Центральным банком – это вопросы, связанные с платежами, с системой быстрых платежей, с платежами по QR-кодам и так далее, где Сбер как один из самых крупных, как самый крупный банк в России, который, в общем, инвестировал во все это дело, по сути, там, мог через шаг стать монополистом в части там, онлайн-переводов или платежей, а ЦБ последовательно, значит, эту монополию разрушал к вящему неудовольствию Германа Грефа. То есть, это делалось относительно рыночным методом, хотя вот насколько относительно нормально, что Сбер такой большой, это тоже большой вопрос. Поэтому вот это вот никуда не денется. Вопрос в том, что готовы ли люди как-то протестовать. Мы видим, во-первых, у российского человека нет никакого вкуса к протесту, его отбили репрессиями. Не знаешь, вот на фоне сообщения о блокировке YouTube, которые, в общем, много кто смотрит, и власти же очень долго ходили вокруг блокировки YouTube, я вдруг вспомнила, как в Москве проходил митинг за свободный интернет против блокировок Телеграма. И он собрал несколько десятков тысяч человек, что по тем моментам было довольно много. Вот готовы ли россияне выйти против маркировки? И маркировка увеличивает цену товара. То есть там 50 копеек было раньше, сейчас не знаю. Дополнительно на каждый, на каждый товар накидывается, накидывается, потому что он должен быть маркирован определенным знаком. Вот готовы ли люди выходить против повышения цен на продукты из-за маркировки? Или готовы ли люди выходить на улицу из-за блокировки YouTube? Очевидно, что нет. И поэтому здесь есть еще достаточно резерв для, как мне кажется, какого-то повышения давления со стороны властей. И, возможно, оно будет расти просто по логике, что... я не думаю, что еще наступила какая-то вот этот момент, когда нужно, значит, выпустить пар, чтобы потом снова его накапливать. То есть там есть еще резервы и со стороны общества, которое власть, я так понимаю, планирует использовать в 2025 году. До Вот. этого ограничения не дошли, а про качество бюрократии и решения, которые стали менее рациональными и часто определяются такими вовсе не обязательными вещами. Начать кошмарить мигрантов, чтобы канализировать недовольство, сомнительно, сомнительно. Таких решений просто будет больше. То есть это, опять же, о том, что когда мы говорим о дисфункциональности системы, мы говорим о том, что она не становится ею одномоментно. То есть это не происходит по щелчку выключателя, что вчера оно работало, а сегодня вдруг оно резко прекращает работать. Мы уже видим, как бюрократия не берет на себя ответственность, даже в таких критических моментах, как антиеврейские погромы в Дагестане, вооруженный мятеж Пригожина, как какие-то коммунальные катастрофы, у которых тоже не находится виноватых, экологическая катастрофа в Черном море, которую Путин называет просто бедой. То есть И понятно, что бедная команда, видимо, там сядет за нарушение техники безопасности и так далее, найдут виноватых, каких-нибудь козлов отпущения. Но вопрос, а что было сделано для того, чтобы этой катастрофы вообще можно было избежать, а были ли в нормальном состоянии эти танкеры для перевозки мазута, а проходили ли они достаточно уверенно и техобслуживание, а есть ли все детали, а можно ли это все сейчас пройти в России с учетом ограничений. Там очень много вопросов, как говорится, очень мало ответов. Поэтому бюрократия продолжит жить в дуализме и управлять реальностью, данной в опыте, то есть катастрофами и реальностью, данной Путиным. Все нормально, деньги есть, цитирую известную песню. Как-то оно еще просуществует какое-то время. Я считаю, что там еще есть резерв определенный. И еще 25-й год мы будем наблюдать продолжение. Просто мы уже видим, как за счет инфляции, как за счет ключевой ставки вечеринка останавливается. Вечеринка становится менее веселой. Это был канал «Карнеги Политика» и участники беседы в порядке значимости. На первом месте Александр Прокопенко, на втором месте эксперт Лучик, который не пришел, хотя пришел Кот Норман, и на последнем я, Владислав Горин. Пока-пока.
С наступающим. Пока-пока.